полностью на русском языке. Довольно шустрое ПО для такого железа, которое еще и обновляют. Поддержка — это всегда хорошо. Для рекламы проектора у себя на странице производитель использовал другой проектор, что смешно. Физическое разрешение, конечно, не 4К, а это просто поддержка такого формата. Но в то же время под 6 сотен продаж данного лота, да и оценка в 4,9 звезды с данной стоимостью товара — дело хорошее. Порадовали материалы, яркость, комплект, управление и количество портов. Это уже третий мой проектор от данного производителя, предоставлен мне без тех заданий и без условий. И это первый проектор, который я считаю оптимальным выбором из категории портативных настольных проекторов. Довольно шустрый, но не молниеносный. Сейчас расскажу. Tube698, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепленном комментарии мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Сегодня уже черная пятница. Посмотрите, может быть что-то еще и работает. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы сохраняю, а сегодня я вам расскажу о портативном светодиодном проекторе BNTech U30 Full HD. Понятно, что портативный он не потому, что вы можете без кабеля питания его использовать, а потому что он малогабаритный. Так что он не переносной и не карманный. Упаковка приличная для этого китайского бренда. Стандартная. Картон плотный, внутри поролон, дойдет все без проблем и без повреждений. Комплект. Кабель зарядки с блоком питания не особо длинный. HDMI кабель средний на 95 см. Благо у меня есть 3-метровый кабель, потому что 95 см довольно мало. Довольно неплохой мини-штатив со съемной головкой. Пульт и инструкция. Пульт не аэромышь. Сразу по управлению я использовал свою личную аэромышь с гироскопом. Она работала отлично, но занимала один разъем USB-A. Операционка полностью на русском языке, и первые манипуляции по обновлению программного обеспечения и Google сервисов после подключения к вашей Wi-Fi сети займут у вас примерно час. К слову, подключить мою клавиатуру через USB Bluetooth модуль тоже не составило никакого труда, хотя в самом проекторе есть встроенный Bluetooth модуль, при этом еще и рабочий, к нему свободно подключаются колонки и наушники, но об этом чуть позже. Обновили блок питания 13 вольт на 3 ампера с европейской вилкой. Кабель не особо длинный, могли бы подлиннее сделать. Все управление осуществляется либо через пульт, либо посредством кнопок на самом корпусе. Ход у кнопок плавный, они мне понравились как внешне, так и тактильно. Особенно порадовала программная настройка фокуса через нажатие, приятнее, чем колесико крутить. Вес и параметры вы видите на экране. Компактность устройства, конечно же, поражает. К слову, в комплект производитель иногда кладет флешку. В каких условиях, я не знаю, но у меня проектор пришел без нее. Пластиковый, матовый, грани скруглены. Линза и сенсор с фронта. С тыла 2 входа USB-A, вход питания, мини-джек для наушников или колонки, вход HDMI, маленький LED-индикатор и кнопка Reset. Проектор довольно тихий, что очень даже непривычно. Гонял его к ряду 6 часов, проектор не перегрелся и не завис. Динамики по бокам, на дне резьба для крепления штатива и 4 прорезиненные ножки. Наверху кнопки управления. Динамики, как вы понимаете, не фонтан, но и не ужас. На 3 ватта 4 Ома, 2 штуки. Слушать можно, наслаждаться музыкой по мне нет. Звучат громко и чисто, но лучше через встроенный Bluetooth модуль подключить Bluetooth колонку или беспроводные наушники. Звук будет лучше. Bluetooth здесь старенький, версии 4.2, но главное, что рабочий. Операционная система Android версии 6.0, и сразу мы отметаем все приличные игрушки и рабочие приложения. Wi-Fi поддерживает как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. В старшей модели, которая у меня на обзоре, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Ридера любых видов карт нет. Расширение памяти только через флешку или через портативный диск. Поддерживает разрешение 4К с даунскейлом, это значит файлы в 4К проектор считывает, но проигрывает в собственном скромном физическом расширении 960 на 540 точек, формат QHD. Источник света Osram RGB 3 LED, заявленный срок службы 50 тысяч часов. Яркость 400 ANSI люменов, что очень даже прилично. Даже с открытым окном днем видно все будет довольно четко. Фильмы, конечно, не посмотришь с особым удовольствием, но работать точно будет можно. Или YouTube посмотреть. Размер может выводить от 30 до 300 дюймов. Логично, что больше 200 картинка уже мылится очень сильно. Расстояние от 1 до 8 метров. Контрастность 10 тысяч к 1. Перевод на русский в наличии. Есть настройка скорости вентилятора. YouTube рабочий. Молниеносной работу не назвать, но приличнее и быстрее, чем все, что у меня было их бренда. Для качественной картинки, конечно, нужно брать специальную ткань для проектора, которая у меня, кстати,
кстати, есть, как вы видите. По мне, максимально комфортное размещение на диагональ до 2 метров. Дальше выглядит не особо приятно. Входы USB очень тугие. Первое время будет тяжело туда что-то запихивать. Играть через программу по воздуху боль, если вы будете использовать телефон. По кабелю можно через HDMI, но вам это довольно быстро надоест. Во всяком случае, из моего опыта это точно. В телефоне намного удобнее. Хотя можно с телефона, получается, фильмы смотреть и ничего не перекидывать, но это уже другая история. Плойку я бы к такой штуке подключать не стал. Лучше за эти деньги телевизор купить с той же целью. YouTube у меня в 4К фризил слегка, может интернет слабый, но вот так. Хотя по отзывам у людей воспроизводился в 4К YouTube без проблем. С флешки или внутренней памяти файлы 4К работают легко. Чтобы смотреть 3D, нужны активные 3D очки. Они стоят до $20. Также у BNTech продаются, по-моему, $16 они сейчас. Ссылку в описании на них оставлю тоже. Если приглядеться, можно заметить сетку на экране. Работает довольно тихо, можно проигрывать фильмы с жесткого диска. При размере более 200 дюймов, напоминаю, на выход у вас картинка сильно плывет, так что не надейтесь, что у вас там будет 3 сотки, как обещает производитель. Налог при покупке не платится, склады есть в Российской Федерации. Активная подача 3D это хорошо. Присутствуют цветовые блики и очень редко, но бывают фризы, но не с полным зависанием. Гонял аппарат 6 часов к ряду, и он не повис и не перегрелся. На рекламу не ведитесь, проектор светодиодный, а не лазерный. Один человек, как по отзывам, купил, надеюсь, что он лазерный. Лазерные за такие деньги, мне кажется, не продают. Цена по ссылке в описании к видео на сейле в районе $270. Если будет промокод на скидку, добавлю в описание. Резюмируя, картинка понравилась. Но помните, мое мнение, проектор не заменит телевизор, это совсем другой девайс, со схожими в принципе функциями. Пишите, на что еще хотите обзор. Следующий обзор будет либо на Pixel 4a или на беспроводные наушники Xiaomi AirDots 2 Pro. Подписывайтесь с колоколом. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.